Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у меня обзор посылочек с сайта Алиэкспресс. Покажу вам, что я получила. Бусинки и немного фурнитуры под бронзу. Начну я с бусин. Как всегда, я бусины выбираю на свой вкус и цвет. И вот такие бусины в этот раз я получила. Мне очень понравился цвет, необычный. Видно вам желто-фиолетовый оттенок у бусин. Очень мне понравились они. Это 10 миллиметров, на ниточке 37 бусин. Написано, что камень, но я думаю, может быть, это и стеклянные бусины. Точно я не могу вам сказать, что это. Выглядят очень достойно. Есть вкрапления, конечно, внутри какие-то. Но посмотрите, какой красивый цвет. Можно их совместить с бусинами и желтыми. И вот такого фиолетового цвета подобрать. Я, конечно, найду им применение. И сделаю с какими-нибудь подходящими бусинами. И будет красивое украшение, наверняка. Дальше бусинки вот такие. Тоже 10 миллиметров бусины. Написано, что это черный опал бусины. Интересные бусины, конечно. Я натуральные не знаю, как они выглядят. И не могу утверждать, что это натуральный опал или не натуральный. Но интересные. Очень понравились мне. Здесь и серый оттенок есть, и вот такой бежевый. И кофейный цвет. Интересные бусины. Таких у меня еще не было. Можно с какими-нибудь бусинами их совместить. И что-нибудь я придумаю, конечно же. Бусины интересного цвета. Вот такие бусинки тоже мне понравились. Это матовый такой цвет. На арбузик похож, да, цвет арбуза. Тоже 10 миллиметров выбрала. Интересные бусинки. Написано, что это натуральный камень. Ну, прилично такие, тяжеленькие. Мне нравится розовый цвет, как он смотрится с серым. И у меня вот такие бусины есть. Вот посмотрите, я уже показывала, да, серого цвета. И если их вместе подружить, посмотрите, какое сочетание интересное. И те бусины матовые. И как они вместе хорошо смотрятся. И я уже подумываю сделать вместе их. Теперь надо будет подобрать мне какой-нибудь кулон к этим бусинкам. Красивые бусины. Цвет такой розовый. Так, следующие бусинки. Это написано цитрин. Очень красивый камень. 8 миллиметров бусинки. Посмотрите, что творится внутри бусины. Они даже там переливаются. Наверняка на солнце будут красиво смотреться, сверкать. Есть такие вкрапления, трескания. Как будто потрескались. Ну, теперь надо будет мне придумать с этими бусинами что-нибудь. Красивые бусинки. Это бусины я уже покупала. Такие бусины, это стеклянные, как я думаю. Такой коричневый цвет.
выбрала. Цилиндрики 8 на 11 миллиметров. Так как я кулон покупала, помните, такой в тибетском стиле, да? И я думаю, что несколько бусин я поставлю в это украшение, так как здесь есть такой цвет, а у меня к этому цвету только вот эти бусинки хорошо подходят. На ниточке идет здесь 40 бусин. Такие я уже покупала голубые, мне понравились. У него много цветов в этом магазине. Можно выбрать, какой вам нравится. Посмотрите, какой красивый цвет. Но он немного поярче на камеру выглядит. А так он в жизни немного покоричневее. Так, и следующие бусинки, это уже гематит идет. Я взяла 2 ниточки, так как мне понравились они. Это такая ромашечка. Посмотрите, как мы ставим фурнитуру. Ромашки такие между бусин. А это из гематита сделаны ромашки. Очень красивые. И они не все прокрашены вот внутри. Есть прокрашенные, а есть черные. Гематит не прокрасился по краям ромашки. Но все равно мы ставим их через бусинки. И эту сторону не видно вообще. Очень понравились они мне, так как я много ставлю между бусин, как проставочные, израсходуются быстро. Поэтому 2 ниточки, я думаю, хватит на несколько украшений. Здесь бусинка 5 на 2 миллиметра, толщина 2 миллиметра и так 5 миллиметров. И на ниточке идет 220 штук. Я думаю, хватит на несколько украшений. Золото такое интересное, не яркое. Можно с бронзой совместить, я думаю, и золото с чернением тоже хорошо подойдет это. Ну и теперь посмотрим фурнитуру, какую я получила. Вот такие шапочки. Они мне понравились. Сейчас посмотрим, как они смотрятся между бусин. Бусинка у меня 12 миллиметров. Посмотрите, как красиво они смотрятся. И я заказала еще такие же бусинки, потому что в комплекте всего 10 штук идет, сантиметр на 8 миллиметров. Ну, хорошо подходит бусинка и 12 миллиметров, и это 10, по-моему, миллиметров бусинка. Да, 10. Тоже хорошо. Можно поставить одну. 2, если поставим, не видно бусину будет. А вот для 12 миллиметровых бусин, посмотрите, как они смотрятся. Мне очень понравились эти шапочки. Оригинальные. Жаль, что их так мало в позиции идет. 10 штук всего. Но красивые. Видно вам, да? Красота. Здесь, конечно, отверстие крупное, но если между ними ставить бусинку маленькую, и они будут держаться. Маленькую бусину я имею в виду, или такую же бронзовую. Есть плоские такие бусинки, и они будут держать. Или даже вот такую бусину мы ставим, она прилегает и уже не двигается. Это не страшно, такое отверстие, можно как-нибудь обыграть его. Классные, очень мне понравились. Я еще, конечно, заказала. Это очень мало. 10 штук для нас это ничего. Вот такие коннекторы. 10 штук идет в комплекте.
22 миллиметра уже с колечками. И так 16 миллиметров. Интересные коннекторы. Кольцо витое. Посмотрите. И красивое покрытие. Двухсторонние. Здесь есть такие капельки около колечек. Можно и цепочку делать, в цепочку их ставить. Можно придумать и вышивку. Много чего можно придумать. Ну, 10 штучек тоже. Так, следующее. Тоже коннекторы. 8 штук идет в позиции. Вот такие интересные. Здесь есть 3 колечка, которые можно прикрепить. Здесь одно. Я думаю, можно трехрядное украшение сделать на окончание. Здесь можно тоже что-то придумать. Можно еще ряд или уже ставить замочек. Посмотрите, какие красивые. Размер 20 миллиметров на 19. И двухсторонние хорошо. Можно вышивку их поставить где-нибудь. И хорошее качество. Они не гнутся. Довольно-таки хороший металл. Так, и следующее. Это вот такие коннекторы. 5 штук идет в комплекте. Это для платочков. Можно сюда проводить платок, как написано. Но я брала не для этого. Конечно, я попробую сделать шарфик какой-нибудь тонкий. Продеть. И посмотрим, что это будет. Вот так сзади выглядит. Очень большое здесь отверстие. Сейчас я попробую, если пройдет шнур. Кожаный шнур. Хорошо проходит, да, можно и, я думаю, на силиконовый черный шнур подвесить. Ну, любого цвета, конечно, не только черного. Можно. Проходит это 5 миллиметров у меня. Или 6, вот не помню. Хорошо проходит. Или я как планировала сделать вышивку. Пришить такую деталь на кулон. И потом уже здесь провести можно 2 ряда, как я имела в виду для себя. Сделать двухрядное украшение. Сделать красивый кулон. Здесь есть цветочек, который можно, я думаю, украсить его каким-нибудь цветом, здесь покрыть лаком. И 5 петелек, которые можно прикрепить тоже и подвески длинные сделать. Ну, у меня их 5 штук идет в комплекте, так что я буду все 5 разных делать украшений. И размер такой подвески идет 28 на 30. И еще хочу показать вам вот такой штангель-циркуль. Я выбрала для себя в таком варианте. Есть и дорогие, и дешевые. Здесь до 10 сантиметров можно раздвигать. Такой бюджетный вариант. Именно бусинки мерить. Если вам понравится, я оставлю ссылку. Он недорогой. И вот для нужд таких вот померить что-то. Вот 29 миллиметров и 6. Ну а здесь уже 27. Вот такой штангель-циркуль я приобрела для себя. Недорогой и маленький, удобный для руки, чтобы мерить бусинки. Есть большие, металлические. Ну вот я выбрала для себя такой. Мне удобно. 10 миллиметров видно, да, бусинка? Здесь есть батарейка, куда вставляется. Приходит он без батарейки. Есть, смотрите, батарейки такие толстые, а есть потоньше. Вот, я имею в виду толщина батареек, потому что у меня были 2 варианта батареек, и сюда толстая не вошла.
И закрываем. Здесь ставим 0 и выключается. Когда вам надо, раздвигаете, и уже появляются цифры. Очень хорошая, полезная вещь – измерять бусинки. Дальше у меня идут, что у нас идет? Концевики, шапочки, концевики, колпачки, кто как называет. Очень мне понравились они. Посмотрите, какие красивые. Давно я на них смотрела, да, они есть и в серебре, и, по-моему, в меди я видела где-то, и вот в бронзе. Здесь отверстие крупное и вот такое, видно вам, плоское немножко. И размер таких колпачков 8 на 15 миллиметров, и 10 штук идет в комплекте. Я их брала с тем, чтобы делать двухрядные украшения. На мемори проволоке здесь можно провести сразу 2 мемори проволоки, прятать крепление хорошо в такие колпачки. Посмотрите, какие они красивые. Ну и в серебре были такие. Понравились очень даже. И последние у меня это листики. Листики подвески. Очень красивые. 5 штук идет в комплекте. 13 миллиметров на 3,5 сантиметра. Что мне понравилось в этих листиках? Посмотрите, какие красивые. Они с двух сторон. Рисунок. Здесь есть петелька. И здесь переворачиваем. Здесь тоже есть петелька. Вот что мне понравилось в этих листиках. То, что можно подвесить листик. И здесь можно или бусинку, или цепочку. Или даже соединить где-то в цепи. Кто любит цепи собирать из разных коннекторов красивых, можно и цепь. В цепь. Представляете, как красиво будут листики в цепочке такие. Ну или делать подвески, ягодки, и листик будет, и еще бусинку можно прикрепить. Очень мне понравились интересные листики, я такие, как увидела, сразу заказала. 5 штук пока хватит. Ну и недорого они, по-моему, были. Посмотрите, какие красивые. Вот такая у меня сегодня была интересная распаковочка. Как вам понравилось или нет, напишите, мне интересно ваше мнение. Бусинки красивые все. Жду от вас комментариев, понравилось вам что-то или нет, напишите. Ну а кто не подписался, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы приходили уведомления. Ну а я с вами не прощаюсь, до скорых встреч. Всем пока!